Приманка – это не просто кусок железа или пластика. Это не вещь. Это процесс. И вот пока мы это не поймем, мы так и будем, ловить каких-то случайных рыб. Подожди, погоди. Какой еще процесс? Миллионы рыбаков, десятилетиями ловят на воблеры, на блесны, на конкретные вещи. Вот. А ты сейчас предлагаешь это все перевернуть с ног на голову? Вот вы, кто сейчас нас слушает, оставайтесь, потому что это вас точно заденет. Именно. Перевернуть. Мы сейчас будем спорить, а вы решаете, кто из нас несет чушь. Речь о том, что у приманки есть 3 разные задачи. Да-да. Доставка, сигнал и зацеп. И они постоянно мешают друг другу. Опять ты все усложняешь. Давай по-простому. Напишите сразу в комментариях, вы вообще думали о приманке как о процессе? Хоть раз. Или для вас это просто блесна с тройником? Вот честно. Вот. Мы как раз и разберем эти части. Сигнал, который создает тело. Потом крючок, который по-хорошему должен быть отдельно. И доставку, то есть кастинг. Угу. И никакой теории, только то, что у вас было на воде. И я сразу скажу, никакого итога не будет, мы не договоримся. Выбирать сторону придется вам. Давайте начнем с главного. Вот эта привычка считать приманку единым целым. Тело плюс крючок. Классика. Это фундаментальная ошибка. Понимаешь? Крючок, особенно вот этот жестко закрепленный тройник, это якорь. Ох, какое слово якорь. Ну а как еще? Он же убивает игру легких колебалок. Он гасит эти тонкие колебания. Он меняет весь баланс. Он не создает сигнал, он его ломает. Его задача – зацеп. И все. Только зацеп. Ты сейчас серьезно? Абсолютно. Вот у вас бывало такое? Чувствуете отчетливый злой такой удар, подсекаете, а там пусто. Было же? Спросите себя, почему. Бывало, конечно. У всех бывало. Рыба бьет в тело, в источник сигнала. Но из-за этой жесткой сцепки она просто не может нормально всосать крючок. Послушай, это не ошибка. Это проверенная временем конструкция. Десятилетиями проверенная. Тройник создает объем, он сам по себе точка атаки. Точка помехи. Вся эта твоя идея про разделение функций, это просто попытка оправдать новомодные ассисты. Да, они популярны там в Японии, но это не значит, что классика вдруг перестала работать. Она не перестала, она просто работает неэффективно. Вот я уверен, люди уже пишут в комментариях, всю жизнь ловил на тройники и все было отлично. Вы же подтверждаете это, правда? Зачем чинить то, что не сломано? Потому что оно не сломано, а просто, скажем так, сделано с компромиссом. А мы говорим о том, как убрать этот компромисс. Хорошо, давай о главном. Сигнал против зацепа. Что важнее, по-твоему? Важнее то, что заставляет рыбу атаковать. А это сигнал. Естественный, слабый, не пугающий, понимаешь? Как у мухи, как у личинки. Деликатный сигнал. Именно. И вот когда крючок висит свободно на подвязке или на ассисте, тело приманки работает чисто. Оно создает правильные, нужные колебания. Рыба атакует сигнал. И это, по-твоему, что-то новое? Это вообще не новое изобретение. Источники говорят, что коренные народы Севера использовали гибкую связь крючка с приманкой. Из жил, из ремешков каких-то. Так у них стали не было нормальной. Они интуитивно решали проблему рычага. Понимаешь? Вот о чем речь. Ассист-крючок с мушкой – это же идеальная точка прицеливания. Хищник метит именно в нее. Не знаю. Да вспомни сам. У тебя окунь часто бьет в мушку на блесне, на тройнике. Часто. Вот тебе и ответ. Да не обманывай ни себя, ни людей. Это твой болтающийся крючок. Он же постоянно перехлестывается за леску, особенно у новичков. У всех же такое было, кто пробовал, признайтесь. Миф о постоянных перехлестах, конечно, сильно преувеличен. Да какой миф? Проблема есть, я не спорю, но только если поводок слишком длинный или снасть не настроена. Это вопрос настройки, а не дефект конструкции. И вот опять настройка, усложнение и про естественность. Что, скажи мне, естественного в крючке, который болтается отдельно от тела? Рыба что, совсем глупая? Она видит цельный объект. Она видит источник вибрации и точку контраста рядом с ним. Этого достаточно. Вот смотри, зритель с тобой не соглашается. Пишут, что на тройник засекается надежнее, потому что там 3 жала. Логично же? Это кажется логичным, а на практике это создает тот самый рычаг, которым рыба выламывает этот тройник из пасти. Но мы до этого еще дойдем. Давай про доставку. Моя любимая тема – кастинг. Да, потому что осознанная ловля начинается не в воде, А где? а в воздухе.
Муха или легкая блесна, они не прощают ошибок в подаче. Это ты к чему ведешь? К тому, что если твоя приманка падает в воду грубо, со всплеском, кувыркаясь, все, сигнал слован еще до начала проводки. Рыба уже напугана. Но это вопрос техники заброса. Это вопрос контроля. Кастинговая снасть – это не про дальность, забудьте про дальность. Это про абсолютный контроль. Прямое управление подачей, траектория, скорость, тихий вход в воду – это важно. Так, но это уже какой-то, извини, фанатизм. Почему? Можно отлично контролировать подачу и хорошим спиннингом. Да, это может быть компромисс, но он работает, у миллионов людей работает. Работает, но не так точно. Приманка со свободным крючком летит стабильнее, она не кувыркается. Это физика. И что? И она тише ходит в воду. Вот кто из вас ловит кастингом на мухоприманке, вы же это подтвердите? Насколько подача становится точнее и деликатнее. Говорить, что без кастинга осознанной ловли нет, это просто снобизм. Это делает рыбалку дороже, сложнее для большинства. Не дороже, а эффективнее. Давай у людей спросим, вы реально готовы покупать отдельную, сложную в освоении снасть только для того, чтобы ваша муха-блесна падала на 10% тише? Или все-таки результат важнее? Так это и есть путь к результату. Который большинству просто не нужен. Хорошо, давай честно. Честные границы. Я признаю, да, ассист может перехлестнуться. Вот. Если поводок неправильной длины. Да, кастинг требует освоения. Это не волшебная таблетка, я не спорю. Но это шаг к пониманию механики. Мы просто перестаем мешать приманке делать свою работу, понимаешь? Тело создает сигнал, крючок ловит. Это эволюция. Красиво звучит. И в итоге сходов становится значительно меньше. Значительно. Нет того рычага, которым рыба выламывает тройник из пасти. Это же подтверждает практику у всех, кто перешел. Зацепов за коряги меньше. Разве этого мало? А я, в свою очередь, тоже признаю, что в глухом коряжнике одинарный крючок на ассисте пройдет лучше. Это факт. Конечно. И что игра какой-нибудь сверхлегкой колебалки без тяжелого тройника, да, может стать живее. Я с этим не спорю. Так в чем тогда вопрос? В том, что это частные случаи. В большинстве ситуаций традиционная приманка – это надежный, понятный и, черт возьми, эффективный инструмент. А все эти усложнения, они для тех, кто ищет в рыбалке не рыбу, а какую-то эзотерику. Это не эзотерика, это физика. Так что решайте сами. Вот вы, кто нас слушает, на чьей вы стороне? Стороны эволюции, которая все усложняет? Или стороне проверенной временем практики? Напишите прямо сейчас, интересно же. Мы не дадим вам готового ответа. И не должны. Подумайте вот о чем. Мы привыкли, что приманка – это вещь. Купил в магазине и пошел. А если это все-таки процесс, состоящий из частей, доставка, потом сигнал, потом зацеп, что тогда изменится в вашей следующей рыбалке? Или ничего не изменится. Может, стоит просто больше времени проводить на воде, а не в этих вот теориях? Теориях, которые работают. Может, лучшая приманка – это та, что чаще оказывается в воде, а не та, что как-то там правильно разделена на функции? Подумайте.